Красота! Ё-моё! Это она меня напугала. Вот так. Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет рыбалка на щуку, на шеды. Приехал я на пруд. Я здесь как раз был в прошлую рыбалку. Кто видел видео, я думаю, запомнил. Я как раз там поймал несколько трофеев. Кто не видел, ссылочку я оставлю в описании под видео, посмотрите обязательно. Вот. И как раз тогда работал отлично бета-шед в 75 размере. А сегодня я хочу как раз половить на шеды, на 75, на 83 и возможно еще какие-нибудь шеды буду пробовать других фирм. Так что погнали! Так, ну давайте немножко расскажу по снастям. Ловить я сегодня буду на спиннинг Daiwa Ninja ZTS 662 MLFS с тестом от 5 до 25 грамм. Ну, отлично он подходит под шеды, то есть как раз диапазон самое то. Ну и вообще палочка очень гибкая с одной стороны, с другой стороны жесткости хватает для рывковых проводок. Хотя по сути, когда шеды введешь, там довольно-таки легкая проводка, всего лишь такие кистевые рывочки, так что вполне себе отличный спиннинг для таких приманок. Катушечка у меня сегодня от Цуриноя, это Ягуар в 3000 размере, ну уже проверенная катушка, я и зимой ловлю, и осенью, и летом, выше всяких похвал, мне очень нравится. Хоть бюджетная, но отличный шнур, не путает, и петли не скидывает, в общем, могу рекомендовать. Шнур у меня от Минога 0,16 миллиметров. Ну а приманки буду разные испытывать. Вот такой, ребята, бета-шед. Это у нас в 75 размере. Суспендер, нейтральная плавучесть. Расцветка под натуралку с такими яркими блесками и черной спинкой. Специально взял сегодня новый цвет, чтобы посмотреть, как работает, потому что такое ощущение, что работают все цвета, неважно какая расцветка, все косят щуку. Сегодня дикий, очень сильный ветер восточный, и есть такая легенда, что по восточному ветру щука очень плохо клюет. Ну, честно говоря, я сам сталкивался с таким. То есть к восточному ветру у меня тоже такое подозрительное отношение, поскольку частенько бывали провальные рыбалки. Ну, посмотрим, как сегодня будет. Ух, ё! Красота! Ё-моё! Это она меня напугала. Офигеть, выскочила прямо возле лодки. І около мене хороша щука, а ее, по-моему, кто-то жрал еще более крупный. Ё-моё, как же ты меня напугала. Иди сюда. Я сейчас буду прыгать. Что-то надо взять аккуратно. Макуха. Хорошая, ребята. По такому дикому ветру просто. Но больше меня впечатляет. Видели ее бок?
Просто ее кто-то, что это было? Что это за щука ее жрала? Такие конкретные отметины. Кто ее так рвал? Что за монстр тут? Не смотрите, где там воблер. Заглотила просто шахту. Но с беташетом это практически всегда так. Особенно если щука крупная. Она его забирает. Ну вот, ребята, щука, конечно, воблер там заглотила капитально. Испугала меня очень сильно, шла до самой лодки. Я уже видел воблер, и она выскочила, его схватила. Больше меня впечатляет вот эта бочина ее. Кто ее тут жрал? Щука не мелкая. Больше двухи. Но ее жрал кто-то еще здоровее. Ох, вот это кайф. Ребята, класс. Я просто уже плаваю капитально. Не знаю сколько, часа 4, наверное, плаваю. Поклёв. Ну так, какие-то были холостые пару поклевок, но такие слабенькие. А это прям так всадило еще на моих глазах. Просто. Ух. Руки трусятся. Ладно. Еще по такому дикому ветру. Блин. Он беташет, как всегда. Опа, еще одна. Ё-моё. Еще одна сразу же всадил. Не, это окунь. А окуняра просто здоровый. Я офигею. Я таких окуней не часто ловил. Просто монстр. Так, где взять? Видели, какой окунь? Ребята, это окуняра. Соблазнился на беташет. Вот такой окунь. Грамм 700-800. Просто монстр какой-то. Здоровенный. Капец. Ребята. Прям садил как щука. Прям что удивительно. Поклевки начались после 12 часов. То есть рыба проснулась только к обеду. С утра было 2 тычка. Ни о чем. Такие явно не активные. Но на этом пруду все позже и позже посыпается. Ну правда, пруд мелкий. Вода остывает быстро. Только к обеду, видимо, вода подогревается как-то. Прогревается и рыбка становится активная. А сегодня еще такой сумасшедший ветер. И восточный. Я вот заметил, что по восточному ветру обычно клев не очень. Любой другой ветер лучше, чем восточный. А сегодня он восточный, да еще и сильный. Я уже думал, руки опущу сегодня без поклевок. А нет. Шет работает. Блин, удар. Ну добирай. Да. Ух ты, ё-моё, что там за крокодил? Садил. Ух ты, что-то крупное. Так, прет в эту сторону. В лодку. Лодку не надо. Ох, ох, вот это она бьет. Рывки такие, ну-ка покажись. Да, хорошая щука. И очень активная. Здесь
сюда, дорогая. Это как бы чуть покороче первый. Ну такая жирная. Смотрите, как заглотила. Вообще поклевки идут одна за одной. Прям раз, два, три. Прям как будто клев просто включили. Я просто в шоке. Класс. Ребята, поклевки прям одна за одной пошли. Хватает воблер жадно. Как будто клев просто включили. Смотрите, какая, ух. Ну это кайф. После пустых 4 часов поклевка за поклевкой. Бам-бам. Блин. И все с одного места. Я вот стою здесь. И она всаживает. Еще при том холостая одна была, да? Ой. Да, играется прям взрослая. Я уж думал, сошла. Красоточка. Держит их сигареты прям. Да ты. Резвая. Блин. Любишь ты меня искупать. Куда ты идешь? Все. Блин, они тут все какие-то мерные прям. Накладной. Не знаю, такие. Ну, что вообще? Так, я тут с этой точкой прям ловил хорошее количество щуки. Я думаю, надо переплыть. Я тут, наверное, уже так проредил этот табун. Сейчас, думаю, еще вперед продвинусь. Вот там покидаю. Ветер, конечно, сносит капец. Очень сильный сегодня. Думаю, тут стану. А то по ветру летит просто как пуля воблер. Это у нас бета-шет в 83 размере, суспендер, нейтральная плавучесть. Что мне нравится в 83 по сравнению с 75, летает просто за горизонт. У меня вес приличный, игра такая же отличная, как у 75-го. Тоже такой роллинг классный на паузах, и на рывках слайдинг отличный, развороты, все прям, ну, один из лучших воблеров по меликам.
Это отличный воблер, шед. Это самоделка, хотя вот так по виду не скажешь, что это самодельный воблер. Очень похож на фабричный. Покраска отличная, лакированный. Ну, фурнитура вообще выше всяких похвал. Крючки, я не знаю, крокодила можно вытащить. Делает такие воблера Андрей Коваленко. Он присылает, я иногда их тестирую. И, в общем, мне пока все его воблера очень нравятся. Вот он, логотипчик. Получается, это у нас 80 размер, эфочка, плавающий, 18 грамм. Воблер с интересной игрой, довольно упористый из-за своей лопатки и объема. Идет он не глубоко совсем. Игра такая прям, короче, в общем, нежелательно его вести быстро, потому что на резких рывках он даже пытается всплыть на поверхность. Ну, такие короткие кистевые рывки, паузы, есть развороты, есть роллинг. Ну, щуке нравится. Расцветка такая под натуралку. Проводку делаю я не быструю. Чем медленнее, тем лучше. Пауза. Обычно по 2 рывка, стандартная проводка. Иногда чередую 2-1. Конечно, выбешивает такая медленная проводка. Не только щуку, но и меня тоже. Да. Ё-моё. Вот он. Трофей, что ли? Шо, прет как бронепоезд. И удар такой был. Ну, удар, конечно, не показательный. Но смотрите, как спиннинг гнет в дугу. Я пока не вижу, что это. Показывается. Да, хорошая щука. Щука просто атас. Ох-охо. Блин, лодку мне подтопишь. Хорошо, что у меня якорь с другой стороны. Такой удар хвостом в баркас был. Ё, не прячься ты там. Капец. Да. Это трёха точно. Ну и там, кстати, в шеде отличные тройники. Это у нас самоделка, делал Андрей Коваленко. Там крючки просто выдержат любую щуку. Тебя взять. Смотрите какая. Ну такая, где-то трёха, мне кажется. Вот, отработал воблер. Ну это такой шед. Не знаю даже, на что это реплика. А может это в принципе какой-то свой эскиз. Но Андрей Коваленко красавчик. Просто я твои воблеры обожаю. Да. Тройники садили так, что тут шансов у него не было. Андрей, в комменте напиши, что это, на что это реплика. Мне теперь просто интересно очень. Вообще про историю этого воблера хотелось бы узнать. Как сейчас получилось. Я забросил куда-то влево, а справа увидел такой прям следом всплеск. И такой хорошей щуки крупной. Думаю, не. Вымотал свой шед и забросил туда. Но первая проводка была холостой.
Забросил еще раз, и оно как садило. Удар. Наконец-то. Вот. Передышечка у нас. И вот опять. Ну и по ощущениям неплохая щука. Тащу как бревно. Что-то творилось дохло. Ага, жила. Жила. Хотела меня искупнуть. Освежить. Ну, такая. Кило 200, наверное. Щучка. И опять у нас бета-шет. В 75 размере. Ну вот, ребят, опять отличился бета-шет. В 75 размере. Такая под натуралочку раскраска. С черной спинкой. Голубенькая. Ну, короче, все цвета, походу, работают. Ну, этого шеда. Да. Ух ты, и сошла. Блин, ну хорошая была. Печаль. Не случилось. Что-то как-то многовато сходов. Прям сейчас почувствовал такой удар. И фрикцион потом аж заработал. Да. И она опять взяла. Второй раз. Может, конечно, не она. Я почему-то думаю, что она. В том же месте. Ой-ой-ой. А что-то там. И точно щука. Или как ты крокодил. Что ты не поднимаешься? Покажи. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ядрёная, и пассатижи хорошие. Да, такая. Зачет. Что там? Опять деда. Так, прыгать? Надо прыгать. Я тебя знаю. И повадки. Ух. Вот это торпеда. Сильно. Ну давай, подруга. Там тебе хорошо всадила за ус прям. Как вам такая? Просто динозаврик. Знаете, как заглотила. Ну вот очередная щука. Ну, отличная борьба была. Просто бой. Воблер там где-то в жабрах у него глубоко. Увесистая. Ну, как в районе 3, наверное. Главное, сперва она клюнула. Ну, я так думаю, что она. Я ее чуть-чуть притащил, и она сошла. И потом следом в ту же лузу закинул. И бам! Ребята, просто чувствую себя как на Олимпиаде сегодня. Рекорд за рекордом. Ну что, ребят, рыбалка подошла к концу.
Она прошла весьма-весьма неплохо. Но начиналась она не очень. То есть 4 часа я проплавал вообще, можно сказать, без единой рыбы. Было там 2 подтяжки каких-то. В общем, щука была абсолютно неактивной. Но потом, после обеда, клев как будто включили, шеды прям включились в работу, косили щуку просто на раз. Одну за одной таскал. Так что шеды мне очень понравились, рыбалка тоже. Кому видео это понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал и на мой телеграм-канал. А у меня на этом все. Всем счастливо, всем пока.